Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня я буду шить спортивные, домашние брюки из джерси, только с небольшой изюминкой. По переду передняя половинка будет состоять из двух разных цветов, что придаст брюкам стройность. Обхват бедер в моем случае 112, обхват талии 90. Шить я буду из джерси вот такого зеленого цвета, основной цвет. И у меня есть остатки джерси бежевого цвета, то есть там, где я начертила черточки, это будут другого цвета вставки. С чего начинаем? Начинаем с того, что строим базовую основу брюк. У меня она есть. Как ее построить, вы всегда сможете увидеть у меня на канале. Я щедро делюсь своими знаниями, поэтому пользуйтесь, пожалуйста. И теперь, после того, когда базовая конструкция у вас есть, мы начинаем моделировать. Перед вами моя базовая конструкция, и моделировать мы будем только переднюю половинку. Задняя половинка останется прежней. Это брюки на резинке, здесь нет выточек. Для этого понадобится отложить в сторону ту величину полоски, которую вы хотите. Я буду отступать сантиметров на 10 от бедер. Вот так, не доходя до середины, чуть-чуть уже. Откладываю и затем просто перегибаю, вот так вот параллельную линию провожу. И перегибаю эту линию. Вот что получается. Одна деталь передней половинки выглядит вот так, а вторая деталь вот. Теперь сначала на ткань я укладываю эту деталь, а потом вот эту деталь. Если вы хотите смоделировать карман, то спуститься нужно сантиметров на 5-7 в зависимости от роста и отметить 14-15 сантиметров и на этом месте сделать карман. Карман чаще всего выглядит следующим образом. Я карманы делать не буду, это будут у меня домашние брюки, и мне карманы не нужны. Если вы хотите, можно всегда его смоделировать. Брюки я обвела, и вот вырезала кусочек от другой ткани. Так выглядит крой брюк. Вот эта полосочка, которая образовалась с краю, она может использоваться для других брюк, для другого сочетания, например. Или я ее могу использовать для толстовки в любом комбинировании. В общем, я именно так скомбинировала свои брюки. Сшивать их очень просто. Сначала мы соединяем, ставим все контрольные метки и там, совмещаем их и стачиваем на верлаке. И на обычной стачивающей машине я всегда это делаю для контроля. Затем соединяем шаговые швы, затем боковые швы, ну и затем средний шов. И вверху пришиваем резинку. Низ обрабатываем подгибку с закрытым срезом, и брюки наши готовы. После соединения на обычной машинке, а потом на верлаке двух деталей переда, я их решила отстрочить шов повернула в сторону среднего шва. Так просто строчка идет по зеленому, и мне хотелось именно, чтобы строчка шла по зеленому. Я отстрачиваю. Отстрочка может быть любая. Так выглядит. Мне нравится. Нитки я использую вот такие, они очень прочные. 45 написано.
Вот, подходящие по цвету, в принципе. Так выглядит отделочная строчка. Все, и после этого я сейчас точно таким же способом объединю боковой, и тоже его отстрочу, чтобы было красиво. Ну, вполне возможно, что и шаговый можно отстрочить, придать структурности брюкам. Я продолжаю шить свои брючки. Сначала боковые, сначала шаговый срез. И вот теперь по среднему срезу мы укладываем одну деталь на другую. Вот так. И стачиваем, и потом обрабатываем на оверлоке. Здесь очень важно совместить все срезы. Иногда затягивает немножко в трикотаж у меня. Вот так. И средний шов обязательно нужно прострочить двумя строчками для усиления качества строчки. Здесь обязательно совмещаем, зажимаем пальчиками и всю остальную свободу перераспределяем. Я строчу где-то сантиметровым швом, не выпуская из рук шов. Шаговый. Теперь аккуратно все прокручиваю и соединяю. Швы раскладываю в разные стороны, так удобнее. И теперь по переднему срезу, среднему, и вверху соединяю аккуратно, слегка подтягиваю. Нитка у меня заканчивается. Надеюсь, ее хватит. Вот и я таким образом заканчиваю. Верх брюк я чаще всего обрабатываю следующим образом. Наизнанку отворачиваю вверх, вот так на сантиметре где-то. Даю строчку, чтобы не использовать оверлок. Закрепляю строчку, потом резинку сразу соединяю, не потом вдеваю, а сразу соединяю. И потом нужно будет вот сюда уложить резинку и настрочить ровную строчку, а резинка остается внутри. Все, потом можно сделать несколько строчек по самой резинке, но это уже по вашему вкусу. Цельнокроенную обтачку настрочили. Так это выглядит с изнанки, так выглядит с лица. И теперь я вам сразу хочу сказать, что сначала все-таки прострочите, а потом вставьте резинку, так легче. Я попробовала, у меня не получилось, пришлось распороть. Теперь нужно застрочить оставшееся от резинки отверстие и потом настрочить отделочную строчку по центру. Это делается также, намечается линия ровная по центру. Можно с помощью магнитика пользоваться. Вот, например, я сейчас определю, чтобы это было по центру. Ну, наверное, вот так. Устанавливаю магнитик и откуда-то от шва, наверное, все-таки, да, вот так буду настрачивать. Ставлю стежок покрупнее, смотрю на магнитик, все время растягиваю. Нужно потянуть, чтобы все было равномерно,
строчка была равномерна. И вот таким образом закрепляю резинку. Обязательно растягивать, потому что если не растягивать, то вся резинка соберется в одном месте. Нам это не нужно. Вот что получается, на мой взгляд, хорошо. Вот низ брюк я обработала с закрытым срезом, швом. И нам остается закончить работу и померить, показать, что у нас получилось. Все, брючки готовы. Смотрите, как они выглядят. Так, по бокам, типа лампасики, но это не лампасики, так как они на передней половинке. Так выглядит пришитая резиночка. Низ обработала подгибку. Но это же еще не все. Я как творческий человек, увидев, сколько у меня остатков джерси, я решила похулиганить и сшила себе еще к таким брючкам вот такую толстовочку. Как вам? И все из остатков. Этот джерси я шила себе брюки, тоже есть на канале. Этот черный джерси, вернее синий, я шила мужу. Вот зеленый от штаников. И вот такая красота получилась. Смотрите, так он выглядит спереди, так со стороны спинки. На мой взгляд, неплохо. Муж сказал, что я как петрушка. Ну, неважно. Мне так нравится. Тем более ходить дома. Это домашняя одежда. Вот. Как я его сшила, я покажу вам основную базовую конструкцию. У меня на канале есть основа. По-моему, бомбер я шила по такой выкройке, без выточки. И это очень просто. Я даже исключила боковой шов. Посмотрите в плейлистах, когда я шила бомбер, прибавка у меня по груди, сетка вся 120. Пополам 60. Сейчас это плюс 16 сантиметров к обхвату груди. Вот такая пройма. Не забудьте перенести плечо немножко вперед. Вот. И на основе этой проймы я построила рукав обычный. Только высоту оката сделала 11 сантиметров пониже. Очень похож на рубашечный крой. Вот. Вот такая основа. И на основе этой основы, с учетом тех кусочков, которые у меня были, я уложила и сшила себе вот такую красоту. Если вам понравилось то, что я сотворила, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, творческих успехов. Не бойтесь, шейте, у вас обязательно все получится. Я точно знаю.